Как же я люблю осенние фестивали. Куда ни пойдешь, везде пахнет острой тыквой. О, я должен отшарфиться. Увидимся через минуту. Нравится секс, да? Может, хочешь как-нибудь пообедать? Не, но я трахну тебя у туалета за шумными генераторами. У того, где пахнет разной мочой? Ну, конечно же! Стюи, до скорого. Ты просто оставишь меня одного? Посмотри на всех этих бездельников. Привет, любители карнавалов, и добро пожаловать на разницу в возрасте. Мы узнаем, кто из родителей и детей знает друг друга лучше. Итак, первый вопрос. Родители, кем хочет быть ваш ребенок, когда вырастет? Вся команда? Мужик, держащий на дороге знак «Сбавьте скорость». А папа ответил «Лепрекон». Эти правила. Следующий вопрос. Дети, что бы ваш родитель назвал своим хобби? Хорошо, последний вопрос. Родители, кто любимый певец вашего ребенка? Йодлер из «Верная цена». Что? Нет, я сказал Адель. Судим? Это еще унизительнее, чем первый рабочий день в рисовой компании. Короче, это Эмбер, женщина моей мечты. А сколько ей вообще? Ну, она такая потертая, что сложно так сказать. Ей или 27, или 61. Но дело в том, Стюи, что она уезжает через 3 дня с карнавалом Стюи. Так что будет секс, 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 а потом адиос, Стюи. Питер, мне было унизительно, как весь город увидел, что вы с Крисом ни черта друг о друге не знаете. Крис? Да? Ты чего-то хотел, папа? Ну, не знаю, твоя мать меня послала. Мы опозорили ее перед городом или типа того. Мама такая мама. Всегда злится из-за каких-то пустяков. Ну, наконец они общаются. Кажется, моя мамина магия сработала. Черт, смотрите, что вы наделали! Что ж, парни, у мамы тут все под контролем. На станции нас ждут спагетти и групповой душ. О, привет, Стюи, ты вовремя. Эмбер, выходи познакомиться со Стюи. Пас. Он такой милый. Придется мне похитить его, да ведь? Говорю тебе, Стюи, секс с ней — это что-то новое. Все ковры в ее фургоне в раздавленных фруктовых колечках. Пока мы это делаем, я могу наклониться и есть крошки. Я знаком с соблазнами фруктовых колечек. Спасибо. Поторопитесь, ребята, фильм скоро начнется. На что мы идем, мам? Я давно ждала этот фильм. «Трудности Пенелопы» с Рене Зельвегер. Драматическая история первой женщины-кучера у королевы. Звучит как ужасный фильм. К тому же мы с Крисом уже нацелились на ремастеринг «Не шутите с Зоханом». Я за Зохана, бро. У меня вонючая подмышка. Теперь ты пахнешь, как моя вонючая подмышка. Можешь убирать, Лоис. Мы с Крисом купили ужин в магазине. В магазине? Без меня? Так. Папа, мы можем посмотреть «Белый лотос»? Почему бы и нет? Привет, Эмбер. Я получил твое сообщение. Брайан, у нас ничего не получается. Нам нужно расстаться. Что? Ты бросаешь меня? Тебя кинула фестивальная потаскуха. Жесть. Да ладно, в чем реально дело? Это потому, что я не смог достаточно быстро раскрошить перкацет? Прощай, Брайан. Я заплачу. Какого черта? Моя кредитка пропала. Дорогая Лоис, мы с Крисом одолжили твою кредитку, чтобы купить фейерверки, которые обычно продают только городам. Вот так. Пора положить конец альянсу Питер-Крис. Привет. Меня зовут Стюи, и я малоалкоголик. Ты не знаешь, о чем говоришь. Так ли? Потому что я думаю, что тебе неприятна мысль, что тебя бросила карнавальщица, которую ты считаешь ниже себя. Какого черта? Ты же сказал, что мы оба пострижемся под Марка Дэвиса. Кого? Этого маньяка. Я не понимаю, о чем ты. Я о своем голосовом. Теперь я понял, что это была уловка, чтобы унизить меня.
Эй, пап, это твой сын Крис, беляши в Fortnite. Что за игру затеяла мама? Брайан, ты что делаешь? Эмбер, пожалуйста, возьми меня обратно. Смотри, я даже принес тебе подарок. Пачку сигарет и никотиновую жвачку. Я не был уверен, что ты хочешь на этой неделе. Эмбер, между нами что-то особенное. Я хочу преждевременно состариться с тобой. Эрл, ты должен познакомиться с моим новым парнем, Брайаном. Очень приятно, Брайан. Но не смей разбивать ей сердце, слышишь? Последнему, кто ее обидел, я отрезал мошонку клипсами, а потом запинал до смерти за шаурмичной. Понял? Зацени, Крис. Твоя мама пытается натравить нас друг на друга. Это ее чему-нибудь да научит. И твой план — это сбросить на маму пианино? Нет, вовсе нет. Видишь ли, твоя мать любит это пианино. А вот так она никогда не сможет к нему притронуться. О, милые, мне так стыдно. Вы правы. Сначала мне было обидно, что вы смеетесь надо мной, а позже меня злило, что вы полностью исключили меня из принятия совместных решений. Но моим действиям нет оправданий. Я искренне надеюсь, что вы меня простите. Я ненавижу тебя за это, Питер. Я знаю. А теперь пойдем наверх и займемся сексом, как идиоты. Пианино. Кажется, оно придавило Брайана. Ну и неделька у него выдалась. Вы смотрите Ласси с Вином Дизелем. Мужики, еще 3 пива и Джонни-колясочник. Ага. Приготовьтесь, потому что солнце ярче всего, когда пьешь днем. О, я думаю, я могу справиться. Боже, прости, я читаю чужие письма. Ребята, если у нас есть такое, представьте, что есть у военных. Что? Это вполне обоснованный комментарий. Вы знаете, что у военных интернет был задолго до нас? Дроны, GPS, да что угодно. Оглянитесь, парни. Мы живем в удивительное время. Чудеса! После песни Джо я захотел попробовать. Оттолкнитесь. Ты меня душишь. Питер, куда мы едем? Расслабься, это наша столица. Я просто люблю историю. Питер, что ты задумал? Что? Я просто люблю наше государство. Ну или, по крайней мере, любил. Мэр Вест, пропали 4 жителя. Последний раз их видели на электросамокате. Готовь мою лошадь. Как мэр, я считаю своей обязанностью найти пропавших и вернуть домой. Пошла! А, колесо опиоида! Гляньте-ка. 6 сезонов в лагере Лассо наконец окупились. Да, мы вернулись из космоса, народ. Мы сделали это. Круто. Мэр Вест такой герой. Всегда всех спасает. Однажды я тоже стану мэром. Что ж, Стю, это достойная мечта. Начни интересоваться политикой и участвовать в школьной жизни. Брайан, Стю и Гриффин теперь избираются в ясельные капитаны. И я обойду этого засранца Дага. Послушай, Руперт, я баллотируюсь на ясельного капитана, и наши жизни будут еще больше под микроскопом, чем раньше. Привет, Стюи. Брайан, хочу попросить тебя руководить моей компанией. Правда? И что мне делать? Ты будешь ответственен за мою военную комнату, комнату операций и секс-комнату. Секс-комнату? Мистер Драма не должен это слышать. Стюи в ясельные капитаны. Эй, Стюи, маленькая птичка мне напела, что ты и свою кандидатуру выставляешь. Памперс Стюи Гриффина полон дерьма, как и его обещание. Он тебя уел. Я голосую за Дага. Стюи Гриффина в ясельные капитаны. Стюи, наши опросы говорят, что люди считают тебя надменным. Нужно фото, как ты целуешь ребенка. Хорошо, пусть это будет сэр. Что? Цветной ребенок. Стюи, хочешь начать? Спасибо. Друзья, эти выборы о будущем полдника. Я не согласен. Эти выборы о тебе. Кто он такой? Я обожаю его. Даг, ты в порядке? О, боже. Даг что, какает в штаны? Моется? Он поднялся в рейтинге? Это очеловечило его, сделало ближе к народу. Крис, выборы завтра. Решающий момент. Голосуйте за Дага. Какого черта? Ты теперь работаешь на Дага? Брайан, ты преданный пес. И я почешу тебе животик. Может, даже не только. Но сперва нужно накопать грязи на Дага.
С. Гриффин. Что это тут у нас? Дак все еще пользуется пустышкой? Вот когда газеты узнают об этом. Итак, уважаемые одноклассники, я обнаружил, что Кортни Кокс отбеливает свою морскую звезду. Ну да ладно, небольшое лирическое отступление. К разговору о выборах. Я обнаружил, что мой оппонент все еще пользуется этим. Вы готовы выбрать своим голосом человека, который буквально сосет? Я так не думаю. Стюи Гриффин — ясельный капитан. Стюи, в чем дело? В попытках выиграть выборы Дак опустился до самой низкой клеветы и забрасывания грязью. Он утверждает, что я был упс-ребенком. Ошибкой. Ну, если подумать об этом, то вероятно. Вовсе нет, это абсурд. Если честно, я и сам это подозревал. Ты намного младше Криса и Мэг. Лоис и Питер родили 2 детей, мальчика и девочку, каждого по одному, и остановились. А 2 детей и так было многовато для скромной зарплаты Питера. О нет, все это звучит так ужасно. Не верится, что они никогда не признались, что я был ошибкой. Я отомщу им способом, который доступен любому малышу. Откажусь надеть ботиночки. Что мы делаем в этой кофейне, Стюи? Это любимая кофейня Лоис. А я взломал их систему, чтобы она принимала только Apple Pay. Лоис не будет знать, что делать. Пришло время возмездия. Посмотрим, как толстяку понравится заводить ребенка ошибку, когда придется слушать тот самый мятежный рок-н-ролл. Да! Как тебе такое, старик? Если это слишком громко, то ты слишком старый. Эй, что тут происходит? Я обожаю эту песню. Нет, нет, она должна тебя злить. Но мне не... Что? У тебя тоже секретное оружейное? Не совсем. Это дрочильная. Это не важно. Но есть одна, которая тебя заинтересует. Секс-кассеты родителей. Это записано ровно за 9 месяцев до моего рождения. У тебя целая полка с секс-кассетами Лоис и Толстяка? Привет, народ, я Питер Гриффин, и это мое прослушивание для реального мира. Питер, я кое-что хочу. О, боже, я знаю этот взгляд. Ты овулируешь? Что? Что ты делаешь? Нет. Нет! Ух ты, у Лоис сильные бедра. Пожалуйста, нет! Ладно, только побыстрей. Я снова буду мамой. Мое существование оправдано. Брайан, поприветствуй нового ясельного капитана. Ты еще и выиграл? Ух ты, поздравляю, Стюи. Я думал, что твои шансы пропали. Как у тебя вышло? Оказалось, что 70% родителей не в браке, а 30% детей — ошибки. Никто больше не женится. У одного малыша даже нет родителей, он как бы просто появился, спит в шкафу. Я бы лучше эту историю рассказал, что уж теперь. А и Дак погиб этим утром при крушении самолета.